Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Нам сегодня захотелось вкусного, наваристого и яркого супа. Ух ты! Да, а подавать буду с ленивыми пампушками. Я их так называю. Любой суп начинается с бульона. У меня есть 2 крылышка, в кастрюлю их, и 1 бедрышко. Заливаю холодной чистой водой. Нам нужен вкусный бульон, поэтому вода холодная. Если нужно вкусное мясо, тогда бросаем мясо в кипяток. Зажигаю огонь. Накрываю крышкой и слежу, чтобы закипело. Когда вода закипела, видно, да? Начинает. Собираю пенку. Здесь, друзья, все как всегда. Очень удобно это делать ситечком. И сейчас бросаю 1 небольшую луковицу и кусочек сельдерея. Добавляла в борщ, вкуснотище. Теперь это мой любимый корень. Сюда же. Оп. Перемешиваю. Это суп будет вкусный. Снова прикрываю крышкой. Делаю минимальный нагрев, чтобы только немного булькало. Все, минут 40-час точно не подходим. Бульон у нас проварился примерно часик. Посмотрите, какой красивый. Еле-еле булькает. И сейчас смело могу сковородку на огонь. Немного растительного масла или любого жира, что вам нравится. Здесь не принципиально, друзья. Лук на мелкий кубик. Я, как любительница лука, нарезаю его всегда. Мелко-мелко. Да. Я бы с радостью и на терке натерла. Ничего не жду, сразу выкладываю в сковородку. Пусть уже здесь начинает себе жариться. Люблю добавить щепоточку соли. Перемешиваю и обжариваю до мягкости. А сейчас морковь на тоненькие брусочки. Наша палочка-выручалочка. Да-да. Благодарю человека, который придумывает такие уникальные вещи. И нарежу картофель. Одной вот такой крупной будет вполне достаточно. Я это делаю сразу в воду, чтобы немножко избавиться от крахмала. Быстро, хаотично. Да, как муж научил. Вот и весь секрет семейной жизни, женщины мои любимые. Нужно быть послушной, тогда и мужья автоматически становятся тоже послушные. Это я из собственного опыта могу уверенно сказать. Картошка начищена, лук обжаривается. Можно, друзья, и мясо достать. Да, сегодня покажу, как я люблю мясо в супе. Оно уже прекрасно сварилось. Вынимаю на тарелку, чтобы остыло. Столько мяса было, сварилось и как кот наплакал. И сюда же луковицу. Класс, пусть остывает. А я в суп выкладываю картофель. Накрою крышкой, пусть себе варится. А к луку уже можно смело добавить морковь. Все будет, друзья, очень быстро. Зато как вкусно! Перемешиваю, пусть себе здесь все обжаривается вместе. А я добавлю в свой суп помидор. Очень люблю супы с помидорчиком. Так вкусно получается. Особенно в холодное время сразу окунаешься в лето. Еще, хозяюшки, 2-й год подряд делаю вот такой вот сладкий перец в соли. Аромат такой, вроде я только что его собрала с грядки. Делается проще простого. Перец нарезаю, пересыпаю солью, храню в холодильнике. Ой, очень долго. И 3-4 месяца хранится. Ничего не плесневеет, ничего. В общем, прекрасный рецепт, я вам хочу сказать. Ставьте лайки за находчивость. Крышечку горчичкой по вашим советам, и вообще будет стоять идеально. Помидорки выкладываю к овощам. Щепоточку сахара для баланса вкуса. Так суп получится вкуснее. Перемешиваю, ну и жарю 5-7 минут, пока помидорки хорошо не прожарятся и дадут мне вкусные прижарки. Суп буду подавать с вкусными гренками. Достану хлеб из морозилки. У меня всегда там запасик есть. Смотрим, что у нас здесь. А у нас здесь, друзья, все по красоте. Помидорка поджарился, образовались прижарочки. Можно смело выключать нагрев. Пусть немножко отдохнет. Картофель варится. У меня есть пару минут. За это время разберу мясо. Не знаю почему, друзья, но для меня в супе мясо с костями это не мое. Поэтому я его всегда отвариваю. Убираю кожицу, кости. Все, что мне не нравится. Я хочу наслаждаться едой. Это Мани будет, пусть погрызет. Эти тоненькие не дам. Как бы ты меня, Сережка, не убеждал в этом. Кожицу Мани. Иногда нужно его и побаловать, да? Мани, а что, ты хочешь вкусняшку? Хочешь вкусняшечку? Сидеть. Сядь. Сядь, будь культурным. Сядь. Вкусно пахнет. Фу. Фу. Фу.
Уши давай запрячем. О, можно. Молодец. Приятного тебе аппетита. Потихонечку. Уши видел, как научилась уши? Уши видел, как научилась ему прятать? Моем руки, конечно же, друзья. И продолжим. Картофель, я думаю, уже сварился. Ой, да, все прекрасно. Добавляю мясо. Сюда сразу же столовую ложку перчика. Он у меня в соль, я об этом помню. Ну, еще чуть-чуть. Уж очень он ароматный. Перемешиваю и даю хорошо закипеть, потому что перец у нас свежий. Он должен немножко провариться. Пусть хорошо закипит, а я пока, друзья, сделаю намазку для гренок. Граммов 20 сливочного масла, зубок чеснока через пресс, немного соли и сюда же укроп. У меня из морозилки. А вот так, я думаю, будет хорошо. Все же такой ароматный остался. Все хорошо перемешиваю. Масло я заранее достала. Как думаешь, будет вкусно? Я помню эту ленивую пампушку. Молодец. Это хорошо. Значит, вкусно. Все, намазка готова. Смотрю, суп закипел. Какой ароматный, красивый. Хочу добавить немного зеленого лука в наш суп. Опа. Когда суп хорошо закипел, можно его доделать. Поджарка. Ой, сама прям хочет. Так знаешь, что вкусно? Конечно. Обязательно бабушкина фишечка. По любасу. Можно даже, друзья, вот так вот взять и с картофелем. Чтоб лучше вымылась. Да, щетка. Сюда же. Перемешаю. Ой, посмотрите, уже красиво. Уже прям вкусно. И сюда же всыпаю 2 столовые ложки крупы. Или, как у меня, вот такие вот меленькие какие-то макарошки. 2 столовые ложки будет достаточно. Снова перемешаю. Сразу сюда же зеленый лук. Укроп из морозилки. Вообще шикарный. Угу. Вилочку тоже помоем. Даю хорошо закипеть. Прям хорошо-хорошо даю закипеть. Добавляю черный молотый перчик. По вкусу. Можно и побольше. Себе в тарелку. Можно. Сюда же 1 небольшой лавровый лист. Накрываю крышкой и выключаю нагрев. Даю супу настояться 10-15 минут. А этим временем, друзья, сделаем ленивые пампушки. Хлеб, который из морозилки. Он уже оттаял. Достаю. Я думаю, будет достаточно этого. Полбулки давай. Сережка, суп нужно есть, а не хлеб. Да такая вкусная пампушка, я полбулки съем. Ах, беру намазку и сверху на хлеб. Тоненько, не нужно Вообще много. Шикарно. Здесь чесночок, масло, укроп, это все даст. Просто супер. Какой эффект. Духовка у меня уже разогрета до 200 градусов. Поэтому, друзья, все будет очень быстро. И вкусно. Достаточно тебе будет, счастье мое. Ну мне да. Ну и мне пару дашь уже, ты у меня мужчина щедрый. Отправляю в духовку, разогретую до 200 градусов, вверх-вниз. На 10 минут. До встречи. Сильно долго не нужно, буквально каких-то 10 минут. Чтобы это были не сухари, а такой вот немножко подсушенный хлебчик. Посмотрите. У меня прямо идеально получилось. Анечка, я уже кушать хочу. Попроси. Анечка, пожалуйста. Ну, конечно же. Смотрим, что у нас здесь получилось. А получилось у нас здесь, друзья, красота. Берем и наливаем. А я люблю, когда ты насыпаешь. Сейчас тебе насыплю. Опа. И насыпаем. Ты доволен? Конечно. А еще с такой греночкой. Это вообще шедевр. Все. Для меня, если суп и борщ, это обязательно сметана. Даже если нет сметаны, друзья, лью молоко. Мне нужно, чтобы он был, как я называю, закрашен. Какой яркий и вкусный суп. Я уверена, что он просто шедевральный. Да, друзья, это вкусно. Да еще и с греночком. Серединка мягенькая получилась. Ароматная маслица. Я не пойму, ты показывать греночку будешь или суп есть? Ой, а можно и то, и то? Это очень вкусно. Всем приятного аппетита, мирного неба и вкусной еды. Друзья, ставьте нам с Сережкой лайки, делитесь своими рецептами супов. Будем готовить вместе. Потому что получилось очень вкусно.
Благодарю тебя, любовь моя, за эти вкусняшки. Пожалуйста, посуду мыть тебе. М.